Уже совсем скоро на свет выходит модификация от компании Launchhouse Software под названием Pant. В честь такого события мне пришло в голову реализовать механику Pant во втором портале, используя V-скрипты. Давайте пойдем по порядку и сначала разберемся, что из себя представляет Pant. Pant — модификация, а если точнее, это уже целая игра в жанре головоломка. Находится в разработке где-то с 2010-2011. В 2018 году Replu сделал билд Pant 2012 года публичным. Именно с этим билдом мы и будем работать, так как его стиль крайне близок к стилю серии игр Portal. Это именно то, что нам надо. Для начала нам надо понять, какие механики себя представляет Pant 2012. Здесь есть Pant Gun, который способен бустить игрока, активировать панели, которые выполняют роль кнопки, и заряжать кубы, чтобы активировать их уникальные способности. В этой игре есть несколько типов кубов. Стандартный, который мы можем просто носить, Pause Cube, который мы можем в прямом смысле заморозить в любой момент, и Flip Cube, который меняет гравитацию всем кубам на карте. Есть еще несколько неиспользуемых, но о них мы сегодня не будем говорить. Что ж, мы познакомились с Pant, так что время переходить к реализации механики. Если вы смотрели прошлое видео рубрики «По ту сторону», то вы уже знаете, что такое Traceline. Но если вы забыли, то вот самое простое определение, которое я только смог придумать. Traceline — это как линия, которую вы видите, когда бросаете птичек в Angry Birds. Эта линия показывает, как птичка полетит и куда упадет. В нашем случае все точно так же, только не в двухмерном пространстве, а в трехмерном. Благодаря Traceline мы с вами можем узнать, на что смотрит игрок. Да, все крайне просто. Если вы не поняли, то поставьте видео на паузу и попробуйте переварить эту информацию. Продолжаем. Как я говорил ранее, функция Traceline во втором портале работает не так, как нам нужно. В движке Source Engine есть два больших класса объектов. Статические, то есть постоянные, так называемая мировая геометрия, и динамические, которые могут меняться в ходе игры. Во втором портале функция Traceline реагирует только на статическую мировую геометрию, что для нас является огромной проблемой, ведь кубы относятся к динамическому классу. Я придумал множество, прям реально большое количество всеразличных вариантов, целых 8 разных вариантов, что можно сделать, но они все без исключения имеют свои минусы. К чему все это? Я решил, чтобы вы, зрители, не мучились так же, как и я, поэтому я реализовал небольшую библиотеку, которая позволяет довольно тонко управлять результатами Traceline. Единственный минус — это, естественно, костыльность, и тот факт, что она использует не сетку столкновений, а боксы объектов, из-за чего точность может быть просто ужасной. Если вам это необходимо, то в описании будет ссылка на репозиторий в GitHub. Можете попробовать это использовать в своих проектах, но не думайте, что это чудесное решение всех проблем. Возвращаемся к механике. В этот раз нам тоже понадобится использовать Traceline, поэтому я и потратил столько времени на объяснение данной темы. Как я планирую реализовать свою задумку? Когда игрок будет нажимать ПКМ, то скрипт будет проверять, куда смотрит игрок в радиусе 800 юнитов. В случае, если луч попадает в какой-нибудь игровой объект, то скрипт будет проверять, на что именно смотрит игрок. Если это куб, который должен заморозиться, то он это и сделает. А если это кнопочная панель, то пошлет ей импульс. И так далее. А дальше я просто укажу, какие события должны происходить для каждого класса. Возможно, вы ничего не поняли. Опять. Не переживайте, дальше я разберу эту тему подробнее, чтобы вы все поняли. Начнем с самого простого. Кнопочная панель. Как нам понять, что игрок смотрит именно на нее? Все крайне просто. Мы можем узнать название используемой модели, благодаря чему мы можем просто задать следующее условие. Если модель, на которую мы смотрим, равна модели кнопочной панели, то пошлите кнопочной панели Input FireUser 1. Почему FireUser и что это такое? Ну, представьте, у нас есть клавиатура из 4 клавиш. Она не обязательная, но вы можете назначить на эти кнопки что угодно. Вот и получается, что FireUser Inputs — это нажатие на кнопку, а OnUser Outputs — то действие, которое мы запрограммировали на эту кнопку. Зная только теорию, сложно понять эту тему с первого раза, так что не расстраивайтесь, если не смогли понять, о чем я говорю. Так вот, мы посылаем панели Inputs FireUser 1, а в OnUser 1 мы можем указать любые действия. Вот прям любые.
Это позволяет нам в дальнейшем создать удобный шаблон для использования этой панели. С кубами примерно то же самое. Мы смотрим на используемую модель и в зависимости от нее выполняем определенный сценарий. Чтобы заморозить куб, мы будем отключать ему движение через Disable Motion. А чтобы все кубы начали летать наверх, используем триггер Push. Trigger Push. Trigger Push. Trigger Push. 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 Пиу-пиу-пиу. Который и будет толкать объекты вверх. Как вы видите, все действительно крайне просто. И вот мы оглянуться не успели, а мы уже реализовали почти все механики из Punk 2012. Остается самое последнее. Буст от металлических поверхностей. Увы, новый скрипт не дает нам функционала, который бы мог нам помочь узнать свойства материала, на который мы смотрим. Так что нам нужно будет в редакторе карт самим указать зоны, от которых игрок сможет оттолкнуться. К слову, в Punk 2012 разработчики сделали эту механику точно так же, что является глупым. Представьте, что вам пришлось бы вручную указывать места, где игрок может поставить порталы. Бред же. Нам нужно выбрать брашевую entity, которая ничего особенного не делает и которая используется крайне редко. Я выбрал Trigger Look. Теперь, если игрок смотрит на эту entity, то мы будем задавать ему скорость, обратную его взгляду. Таким простым образом мы и получаем буст от металлических поверхностей. Поздравляю вас! Мы с вами только что совместными усилиями создали полностью кастомную механику во втором портале. Действительно, зачем в игре о порталах нужны порталы? Ха-ха. Теперь мы можем делать с этой механикой что угодно. Я решил ради демонстрации для вас адаптировать одну из карт билда Punk 2012 под свою механику. Так что посмотрите, что у меня получилось. Кроме того, я совместно с человеком под ником Даниэль решил создать небольшую карту, благодаря которой вы можете сами опробовать эту механику на деле и при необходимости декомпилировать и посмотреть ее внутренности. Ссылка на карту вас ждет уже в описании. Играйте и развлекайтесь, дорогие порталеры. Что ж, надеюсь, это был интересный для вас опыт, и в этот раз вы смогли понять все, о чем я говорил. Пишите в комментариях, что для вас осталось непонятным, или что вам не понравилось в этой рубрике. Также не забывайте и про положительные комментарии, так как они сильно мотивируют меня продолжать улучшать свои навыки, чтобы вам было интереснее смотреть мой контент. Ну а с вами, как всегда, был ваш Лаваш. Увидимся совсем скоро!